Привет зрителям и подписчикам канала Сорокин Теннис. В сегодняшнем видео мне хочется поговорить о человеке, который наконец-то, наверное, за очень долгое время, наверное, больше чем 10 лет, впервые может сменить большую тройку, а именно об Алькарасе, о новом короле теннисе, по моему мнению. Который, наверное, придет не на месяц, не на год, а который придет и сможет сделать свою эпоху, которая будет нечто подобное до эпохи Федерера, Надаля и Джоковича. Пока не вижу объективно рядом никого второго, третьего, ну так только может Себастьян Корда, если сказал бы. Что-то похожее на то, что делал Федерер, Надаль и Джокович, сможет сделать рядом с Алькарасом. И в этом видео я хочу провести сравнение, своего рода баттл между Надалем и Алькарасом, так как на момент того, когда пришел Надаль, он бил все рекорды практически, которые были установлены до него по поводу самого раннего достижения каких-то титулов, наиболее быстрого попадания в топ-100 и так далее. Поэтому в этом видео мы будем рассматривать те аспекты, которые можно было сравнить. Надаль, Алькарас. Алькарас, Надаль. Итак, я еще раз повторюсь, наверное, что мы будем сравнивать только те факторы, которые можно было сравнить. Например, вы понимаете, что Надаль и Алькарас играли совершенно разные эпохи. И, наверное, к счастью для меня, у меня не было данных для того, чтобы сравнивать их юниорский теннис. Потому что я бы окончательно тогда сошел с ума, снимая это видео. Я и так перелопатил очень много информации, фактов для того, чтобы их собирать. Поэтому еще раз, мы сравниваем только то, что можно сравнивать. Итак, родился. 5 мая 2003 года в городе Эль-Помар, Испания, родился Карлос Алькарас. 3 июня 1986 года Манакор, Беларские острова, тоже Испания, родился Рафаэль Надаль. 4 года Карлос Алькарас начал заниматься теннисом с папой. В 4 года Рафаэль Надаль начал заниматься теннисом с дядей. С самого юного возраста у Алькараса был кумир Надаль, поэтому это сравнение может иметь еще одну дополнительную особенность, как человек, для которого Надаль был кумиром, догнал его и в итоге обыграл его. Может, не догнал еще по титулам, но я думаю, что у него все еще впереди. И Алькарас, и Надаль болеют за Реал Мадрид и увлекаются футболом. Также оба играют в гольф. Надаль делал это более профессионально. Мы знаем, что для тех людей, которые читали книгу Рафаэля Надаля, что был такой период, когда он не мог вылечить лодыжку и рассматривал гольф даже как профессиональную деятельность и играл, участвовал в нескольких турнирах. Алькарас просто увлекается. Контракты. Оба играют бабулатами, оба экипированы в Nike сверху донизу. Не рассматриваю остальное, поскольку остального информации не обладают, часы, трусы и так далее. Но у Надаля вы знаете, что гораздо больше контрактов, чем у Алькараса. Чисто по теннисному все похоже. Nike и бабулат. По мере того, насколько я собирал информацию об этом видео, я видел очень много ошибок, к которым не присматривался раньше в интернете, когда писали там 15 лет, Алькарас, хотя видео, на которых играется тот или иной турнир, ему уже далеко за 15 лет. Поэтому я буду делать все касательно статистики, сравнивая, кто делал что раньше и кто какой рекорд бил. Итак, первый свой фьючерс. Надаль играет в возрасте 15 лет и 3 месяца в Мадриде и проигрывает первый круг. Первый свой фьючерс Алькарас играет в возрасте 15 лет и 7 месяцев в Мурсии, тоже в Испании, и проигрывает в третьем круге. По дороге обыгрывает 292-ю ракетку мира и зарабатывает свои первые призовые в размере $438. Первый свой фьючерс Надаль выигрывает в возрасте 16 лет и 1 месяц в Испании, и первый свой фьючерс Алькарас выигрывает в возрасте 16 лет и 8 месяцев, тоже в Испании. Свой первый челленджер Надаль играет в возрасте 16 лет и 3 месяца и проигрывает во втором круге. Свой первый челленджер Алькарас играет в возрасте 16 лет и 2 месяца и с первого раза выигрывает его. Надаль одерживает свою первую победу на турнирах ATP в возрасте 15 лет и 10 месяцев и обыгрывает Раймона Дельгадо, 81-ю ракетку мира. На момент того, когда Надаль одержал первую победу на турнирах ATP, он обыграл Раймона Дельгадо. Ему было 15 лет и 10 месяцев, и он стал самым молодым теннисистом в открытой эре, которому удалось сделать это в возрасте неполных 16 лет.
Алькарас одерживает свою первую победу на турнирах ATP в возрасте 16 лет и 10 месяцев и обыгрывает Винолу, 41-ю ракетку мира. He's done it for 16-year-old Carlos Alcaraz. Надаль попадает в топ-100 ATP в возрасте 16 лет и 10 месяцев и становится 96-й ракеткой мира. Алькарас попадает в топ-100 в возрасте 18 лет ровно и становится 94-й ракеткой мира. Первую победу на турнире ATP Надаль одерживает в Сопоте, в Польше, в возрасте 18 лет и 2 месяцев. W Sopocie tenisistą, któremu udałoby się ten turniej wygrać dwukrotnie, ale nie. Алькарас выигрывает свой первый турнир в Умаге в возрасте тоже 18 лет и 2 месяца. В финале обыгрывает Ришара Гаске. Первую свою победу над игроком топ-10 Алькарас одерживает в третьем круге US Open и обыгрывает Циципаса в 5 сетах, третью ракетку мира на тот момент. It is victory. Fourth round at a major for the young Spaniard. A phenomenal performance. Первую свою победу над игроком топ-10 Надаль одерживает в возрасте 17 лет и 10 месяцев и сходу обыгрывает Федерера, первую ракетку мира. Всего Федерер в том году потерпел 6 поражений за год. Алькарас впервые обыгрывает первую ракетку мира ровно в 19 лет на мастерсе в Мадриде. Это был Новак Джокович. Попадание в топ-50. Надаль попадает в возрасте 18 лет и 2 месяца и становится 47-й ракеткой мира. Алькарас попадает в возрасте 18 лет и 4 месяца и становится 38-й ракеткой мира. Алькарас выигрывает первый мастерс в возрасте 18 лет и 11 месяцев. Выигрывает мастерс в Майами на харде и выигрывает в финале Каспера Руда. Надаль выигрывает свой первый мастерс в 18 лет и 10 месяцев на грунте в Риме, обыгрывая Гильермо Колью в финале. Еще такой интересный факт, что в 2005 году в финале турнира в Барселоне Надаль обыгрывает тренера Алькараса Хуана Карлоса Феррера. The all-Spanish final in Barcelona won by Rafael Nadal. He continued. Надаль попадает в топ-10 ATP в возрасте 18 лет и 10 месяцев. Алькарас попадает в топ-10 ATP в возрасте 19 лет. Первый большой шлем Надаль выигрывает в возрасте 18 лет и 11 месяцев на Ролан-Гаррос. Алькарасу сейчас 19. Первая личная встреча состоялась в 2021 году в Мадриде между Алькарасом и Надалем. Очень легко выигрывает Надаль 6-1, 6-2. Вторая их очная встреча состоялась уже в Индиан Уэлсе, и это был очень упорный матч, в котором 6-3 в третьем сете одержал победу Надаль. И уже около месяца спустя в Мадриде 6-3 в третьем сете первый свой матч жизни у своего кумира детства выигрывает Алькарас. Первой ракеткой мира Надаль становится в возрасте 22 лет и 2 месяцев. We have a
new world number one in the men's game, and that will be Rafael Nadal. Хочется сказать еще один интересный факт, то что Мариано Пуэрто на момент того, когда играл финал Большого шлема, а именно Ролан Гарроса с Надалем, имел дисквал до этого финала, и повторная его допинг-проба после этого финала вызвала уже дисквал на 8 лет, что стало самым большим дисквалом за допинг-пробу. У меня есть друг, Игорь, который рассказывал мне одну историю, что он в Иране жил с Пуэрто, и Пуэрто как-то перед игрой дал ему пару таблеток, и это было нечто незабываемое, играть под теми таблетками, которые принимал Пуэрто. И вообще номер Пуэрто, который был поделен с Игорем на том турнире, выглядел как номер алхимика. Все было в порошках, в таблетках. Уважаемые зрители и подписчики канала Сорокин Теннис, я никогда ни о чем никого не просил, но честно, каждое видео — это огромная работа. И, например, иногда вы видите видео, которое там раз вы посмотрели, это прошло 4 минуты. Есть видео, которые легко снимать мне, но тяжело монтировать Никите. Есть видео, которые тяжело делать совместно. Это видео конкретно для того, чтобы насобирать этот материал, я потратил больше 15 часов для того, чтобы сравнить все эти факты, найти эти даты, сопоставить, сколько лет было одному и другому игроку на тот момент и на другой момент. Это была сделана огромная работа. На сегодняшний момент видео, которое имеет наибольшее количество лайков, это именитая Академия тенниса «Ожидание, реальность». По-моему, там сейчас 228 лайков. Если вы хотите видеть продолжение этих видео и сравнение Алькараса с другими игроками Big Three, например, как Джокович и Федерер, чего они добивались в том же возрасте, когда были как Алькарас, то это видео должно набрать больше, чем 228 лайков. Если оно не наберет, то это видео будет единственным по теме сравнения Алькарас, будущий король теннис. А если наберет, то есть куча факторов, не только статистических, таких как числа, возраст и даты, а как технические характеристики и так далее. Если вам интересны эти сравнения, пожалуйста, покажите это своими действиями. Как минимум поставьте пальчик вверх в конце этого видео. Подписывайтесь на канал, высказывайте свое мнение по поводу этого видео. Если, опять же, вам интересно какое-то сравнение, и это видео наберет больше, напишите, по каким параметрам еще было бы интересно увидеть вам сравнение Алькараса с кем-либо и что именно сравнить. И не старейте на корте. Пока.